И вы здрасте тоже. Добрий день. Про что вы в чат-рулетке? Что говорите? Про что вы в чат-рулетке? Да, вот интересные всякие вопросики задаю. Хотите? За простяк. Вам ответить, что ли? Да, вот я Нечего задам, делать. задам вопрос, а вы ответите. Согласны? Запросто. Вот. Я вот недавно читал доношение о Московии Франческо да Колло. Это 15 век. 15-16 век. Вот. И он описывал здесь местные нравы, ну то есть Московии, да? И в самой Москве даже. Вот. И писал следующие вещи. Хочу, чтобы вы вот прокомментировали. Людей в этих областях и во всей стране вышеназванного князя продают как куриц и других животных. На рынке их продают и у них заключают договоры. Отцы и матери приводят на ярмарки и рынки детей и продают их для удобства покупателей за ничтожную цену. Скажу больше, в городе Московии некоторые из наших купили нескольких молоденьких девиц от 15 до 18 лет. Секунду, это длинная история, да, наверное? Да нет, тут вот чуть-чуть буквально еще. Ну, уже не чуть-чуть. Ну, ладно, давайте, валяйте. Ну вот что, они купили, значит, девиц этих всего за 1 дукат или унгар, и так обычно их покупают за большую или мелкую цену, и дети, которые родятся, остаются во власти купивших, которые могут их для своего удовольствия продавать и менять, хотя и не могут вывозить из страны, но могут только держать для всякого употребления. Господи, это закончится когда-нибудь, нет? Да, Ну, можете ладно, прокомментировать. слушай. Можете... Приконченные. Что могу сказать-то? Приконченные, ган... Очень неприятная история. Вообще очень неприятная история в этом смысле. Так это про А вы ваших что людей. хотели услышать? Да вы что? Ну, Да. было такое. Было такое. Эти ужасы происходили, кстати, не только в России. А где еще? Да в море стран, вы чего? Ну, например. Да, господи, а неужели вы же сами, вы же блогер. Хотя Ну, над дикцией, кстати, поработать нужно. Вас кто слушает вообще? да никто не слушает. Два, 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 Кроме меня, чело- что ли? два человека смотрит, вот. Я вот для них снимаю. Да. Ну да ладно. Так в каких странах Ну, еще? ваша тирада шикарная, но... Да море стран. Слушайте, я в истории не велик, в познаниях истории, конечно же, не велик. Ну, Мгм. есть такие люди, которые не особенно ныряют в эту тему. Мгм. Ну да, абсолютно. А вы как считаете? Мне кажется, то, что это мерзко. Вот то, что вы сказали, это мерзко. Там за дукаты людей продавать, конечно же, это гадость. Так это в вашей Московии сами же ваши люди продавали своих детей. Я ж только что прочитал. Я знаю, ужас. То есть В Африке до сих пор их продают, можете себе представить. ну то есть ваши предки, вот те, кто вы их, кем вы их и назвали, да, типа вот такие ужасные, или что? Ваши наши это про что? Ваши наши. Я Ну, украинец. московиты, Про кого? Ну, московиты. да. Ты подинамичней давай в следующий раз уж ты решил. Ну давайте за наших еще. Если вы думаете, что так везде было, то я вас Я не огорчу. понимаю ваши наши. Я вообще не понимаю это. Я смотрю, это Ваши наши – это Ну. наши русины в 16 веке описывались следующим образом. Это в Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии». Также есть работа, где он побывал в Литве. Ой, елки зеленые. Еще и еврея не слушал про свою историю. Нет, это немец. Это немец. Это немец. Тем паче, зачем? На черт он меня усрался, его слушать. Так он пишет про русинов, то есть наших предков, следующие вещи. У них такая свобода делать все, что угодно, что они не пользуются, а злоупотребляют своей безграничной вольностью. Они владеют незаложенными имениями короля, так что король, приезжая в Литву, не может жить там на собственные доходы без помощи провинциальных жителей. Вот, собственно, два разные мира. Это рабство вечное и вечная свобода. Там еще крепостное было у нас, кстати. Так вот же я вам зачитал буквально. Вы чего хотите от меня услышать? Прикольно, стрёмно. Ну, что я должен сказать вообще? Хочу спросить, а изменилось ли что-то в вашей России сейчас? Ну, я не раб. Ну, вот хотя бы это изменение вы чувствуете? Угу, не раб. А с чего вы взяли, что вы не раб? Так вы сначала скажите, я опровергну. В каком месте? Ну, смотрите, вы можете выйти, например, на площадь с листочком, где написано там, например, «нет фашизму» или «нет войне». Да. Это вы демократией, похоже, называете, да?
Ну, я спрашиваю, вы можете это сделать? На кой черт мне это надо? Ну, вдруг вам захочется. Вот вы можете это сделать, в Так это принципе. Простите, это может это захотеть. А, Идти с листочком чего-то там написать. Ну вы чего? Ну, слушайте, раз уж вы про демократию, давайте в глобальном смысле. Я с листочком. Ну, можете себе представить, 52-летний мужик такой с листочком вышел. И чего он с этим листочком? хорошо, вы можете... Вы можете... Да, про власть вы можете что-то сказать плохое? Да приконченные. Вам это Кто? нравится? Кто? Власть моя. Как она называется, эта власть? Кого вы имеете в виду? Моя Дума, правительство, ну, которое руководит нами, Мгм. якобы А, руководит. а Путин кто? А Путин мой президент. Это же просто все. А Путин хороший, Путин хороший. Да какой хороший он мой президент, какой хороший, плохой. Вы чего? Так он плохой или нет? Президент, Он хороший или плохой? да президент не может быть хорошим или плохим. А. У него было пенсионное говно меня. Нет, так он хороший Вы, когда президент. решили взяться за это, вы Он носитель на Путина. посте президента. Он хороший или На нет? посту. На посту. Ну, да какой он хороший, он президент. Я его знать не знаю. Ну вот видите, плохой вы не можете сказать, что он... Вот он Да фиговый плохой, президент. Нет, у него были реформы. Он хороший. Он для меня сделал. Он для меня говно сделал. Реформа говно, но президент он не может быть ни хорошим, ни плохим. Так до чего я могу сделать? У вас есть выход? Вот, я же отвечаю. Вот поэтому ничего не изменилось. Вы, конечно, не продаете на рынках пока что своих детей, но, в принципе, смысл рабства, он как бы остался... К этому все идет, ага. Не, я спрашиваю, вот спросил, есть разница? И сразу видно, что нет, потому что вы не можете как бы сказать ничего плохого против князя, Я вообще против царя, не могу. потому что он вас накажет. Это ж так и было в 16 веке. Ну, Да. я вам рассказываю, то, что Путин со своими реформами пенсионными говно. Ну, то есть, пенсионная реформа говно. Давайте поговорим о демократии. А вот про своего работодателя, который действительно говно, я не могу ему сказать говно. Ну, что меня уволят хуям собачьим. Ну вот, а видите? Путина можно какими угодно словами говорить. Ну, вы что, это демократия, что ли? Ну да, понятно. Ну, чего? Ну, если можно, так расскажите, а если не можете, то зачем вот это все? А, не можете? Я не можете? Это вы не можете. Ну да. Аргументировать-то ни черта не можете. Вы Ну, не понятно. вывозите телегу. Если вы решили этим делом заняться, микрофон, наушники, все дела, давайте, будьте готовы вот к таким людям, как я. Так вот, я всегда готов, знаете. Я вам могу еще Да миллион почему вы не готовы? миллион Во-первых, примеров. Знаете, я еще какие хочу примеры? зачитать... Московии, что ли? Да, Московии, хочу Московия это Московию. пример, что ли? Да, Ну, с хочу, ума сошли. хочу откуда растут корни Ну, зачитать. Копните в неандертальцев, пятикантов. Да нет, это совсем недавно. Это так кажется, что это давно. Это совсем недавно. Вы мне об этом рассказываете, да? Вот Московия, понимаете, Гизмунд Герберштейн Ой, господи, тот же. Господи, вы вот космические глупости вы говорите, вот абсолютно космические глупости, космического масштаба. Вы космический какой-то, наверное, блогер, вы чего-то там пишете, может быть, а может не Ну пишете. да. Абсолютно. И вы космического масштаба глупости говорите. Вы Ясно, понимаете? ясно. Понял. Видите. Давайте я еще одну вещь зачитаю, чтобы... Не хочу я вас слушать. Ну, хорошо, не слушайте, тогда я для зрителей зачитаю. Значит, эти люди до такой степени лживы и далеки от стезы истины. Сейчас, значит, так сделаем. Эти люди до такой степени лживы и далеки от стезы истины, что им нельзя давать никакой веры. Они не держат слова, они считают позором лгать, обманывать и красть. Они ежедневно воровали что-нибудь из достоявшей нам еды, пива, меда, и при этом почти половину не придавая никакого значения тому, что это становилось нам известно, и мы уличали их в краже. Вот. То есть, люди абсолютно как бы... пофигистичные, бессовестные и вот такого склада ума, это еще образовалось еще очень-очень давно. 16 век это отличный пример, типа, каких-то таких вещей, которые точно совпадают с 21 веком. Как на удивление совпадает. Казалось бы, 500 лет, довольно много, действительно, прошло уже много лет. А когда ты читаешь такие вещи, то там
все, что изменилось, там, наверное, это то, что вот как раз-таки детей не продают на рынках. Ну, это еще так. Некоторые там подпольно все равно продают. Вот, так что, собственно, никакой цивилизации. Вот ты говоришь ему, вы можете что-то сделать? Так, конечно, я все могу. Так скажите, вот что думаете? Ну, неплохой, не хороший, вот такое, мутня. Потому что не может выразить собственные мысли. Вот это и есть раб. Вот. Если демократия, то ты говоришь что угодно, там эти яйца у президента летят, и все что этот, ну, в общем, как там в Франции вот недавно тоже Макрона пуляли, как наших президентов пуляли, как везде, типа, вот не понравился президент, вот взяли его, там, кидали, высвоили свой протест. А здесь, если ты попытаешься хотя бы махнуть рукой в сторону Путина, то сразу головы нет. Вот это і есть разниця двох миров. Ну що, сподобалось відео? Тоді не забувай підписатися на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквізитами, що знаходяться в описі під відео. Дякую. Слава Україні!